Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Юрий Сытник на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Да, приветствую вашу аудиторию. Юрий, тяжелейший удар опять по Украине. Летели кинжалы. Мы до конца не можем понять, куда прилетели, но это едва ли не самый массовый пуск кинжалов за всю кампанию российскую в Украине, военную. Это понятно, потому что они взлетали, 7 в воздухе было за раз, плюс еще садились, опять взлетали. В общем, удары тяжелые. Есть экстренное отключение, есть блэкаут в Кременчуге, там рядом ГЭС, да, в Светловодск прилетело 40 дронов, несколько ракет, Харьков, в общем, можно перечислять и перечислять эти города, плюс там железная дорога ездит плохо из-за все-таки электроэнергии. Мы не понимаем, куда конкретно там кинжалы летели. Да, понятно, что это не рассказывают. Мы не понимаем вообще масштабов, потому что этого, собственно, этой информации не дают, страшная военная тайна. Но мы понимаем, что этот этап эскалации взвинченной вот сейчас происходит на фоне геополитических, опять возобновляющихся разговоров о переговорах. Орбан у Трампа, и опять на повестке дня Будапешт. Тот, который может быть и все возможно. Ну вот Путин готов будет остановиться, тогда и будет Будапешт. Так сказал Трамп вчера, ну или сегодня, там по американскому времени. Как вы думаете, вот готова ли власть, конкретно офис президента, была вот к таким атакам и такого, ну скажем так, такого уровня эскалации? Ведь действительно же все идет к переговорам. Или переговоры сейчас просто так фон и говорят, чтобы, ну, условно, не терять просто эту ниточку? Ну, знаете, Трамп сказал одно, а буквально вчера Песков сказал другое. Что пока нету никаких реальных консультаций о том, чтобы перейти к вопросу о переговорах Трампа с Путиным. То есть, что еще сказал Трамп, что сторонам перед тем, как заключить мир, наверное, надо выпустить пар. Да? Вот какой там пар имел в виду? Радиоактивный или какой? Тут уже второй вопрос, да, поскольку мы видим опять-таки возвращение к ядерной риторике. Что касается готовности власти к мирным переговорам, да, ни одна пока власть, ни российская, ни украинская, ни американская, ни европейская не демонстрирует вот этой готовности, поскольку идет обмен ударами. Украинские дроны летят по предприятиях российских, по там энергетических объектах. Российские удары, ну как бы то, что известно из сети, конечно, там с той открытой информации, наносится по энергетических ударах Украины, по газораспределяющей сети. Вот, поэтому тут идет классическая, то есть мы видим классическую реализацию формы принуждения к миру через силу. Вот, она для меня звучит абсолютно по-оруэлловски, как Оруэлл писал, да, мир – это война, да. Так вот у нас принуждение к миру – это мир путем войны. Вот, такой оксиморон, который звучит все чаще от различных политиков. От нашего президента Зеленского до американского президента Трампа. И вот это принуждение к миру – это не что иное, как просто принуждение к, скажем, какой-то форме прекращения огня, ибо никакого мира быть не может изначально. В полном понимании этого слова из-за территориальных вопросов. Ну, нету формулы, которая может удовлетворить, политическая формула, которая может удовлетворить и российских политиков, и украинских. Ее не существует, ибо никто не откажется от территорий. Поэтому речь идет о том, что возможно только прекращение огня, и вот условия прекращения огня, с которыми выйдут политики перед своими народами и скажут, вот мы тут победили, да, вот эта формула, сейчас вокруг нее идут торги. И Украина изматывает Россию вот этими ударами по нефтепереработке, там по каких-то объектах, а Россия, соответственно, скажем, продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. Вот такие у нас геополитические торги сейчас происходят. Ну, вы смотрите, формат принуждения, его же на вчерашнем совещании Зеленский
ну, дезавуировал, говорит, значит, во-первых, это было очень интересно. То есть Орбан у Трампа выбивает послабление в санкциях для российской энергетики, ну, энергоносителей. Речь идет о нефти, речь идет о газе, причем там снятие санкций с нефтепотока «Дружба», да, с нефтепровода, по турецкому потоку газ. То есть Венгрия, вот Орбан вытащил все из этого визита. К нему очень хорошо и так любезно отнесся Трамп. Они встретились, там рассуждали, говорит, а Украина, вы считаете, не может выиграть эту войну? Трамп говорит, Орбан ему отвечает, в общем, чудеса случаются, ну да, вот этот выпуск пара, который вы вспомнили. Но по итогу-то очень такие классные размены произошли. Ну, смотрите, Венгрия говорит, будем с американцами сотрудничать в ядерной сфере, но по проекту Росатома, да, АЭС достроим, санкции опять-таки снимают. И Зеленский уже выглядит перед этими новостями со своим, скажем так, ну, вот таким посылом, что выкручивают руки, хотят заставить меня, президента, изменить свое мнение по энергоносителям. Нет, это наша позиция, никто нас не заставит. В общем, ни капли российской нефти в Европу не пойдет. А после снятия санкций, ну или ослабления и исключения Венгрии из санкционного пакета по российской, ну скажем так, нефтянке, Знаете, вот если перейти вообще к вопросу войны и мира, то вопрос войны и вопрос энергоносителей, они все время были непрерывно связаны. Есть прекрасное исследование Николаса Хаггера, книга «Синдикат», где он прослеживал именно войны революции 20 века через призму интересов нефтяных компаний. Очень рекомендую почитать для того, у кого еще остались какие-то иллюзии, как работает политика большая. Да, большая политика, большой бизнес, то есть, скажем, финансовые интересы больших корпораций, они неразрывно связаны. А вот позиция Орбана, она, конечно, демонстрирует вот такую, знаете, определенную гибкость. Я уже как-то в одном интервью наводил пример. Геополитические расклады очень четко проявились во время пандемии. Кто какие вакцины покупал. Да. Одни страны покупали исключительно Pfizer, Moderna. То есть западный ориентир. Другие покупали различные вакцины, в том числе активно покупали российский «Спутник». Многие страны покупали все подряд. И «Спутник», и «Коронавак» китайский, и Pfizer, Moderna и так далее. Вот что-то похожее сейчас происходит на рынке энергоресурсов. Ибо с одной стороны Росатом, с другой ядерное топливо с Америки. С одной стороны российская нефть, с другой стороны там сжиженный природный газ тоже Соединенных Штатов Америки. Там, ну, вот эта вся конфигурация, она достаточно сложная, но если проследить, чьи там интересы, там, скажем так, за кулисами присутствуют, то тут ничего сложного нет. То есть ничего личного, это бизнес. Ну, вы такой бизнес на крови, он совершенно не, скажем, не уникальный сейчас. Это продолжение того, что происходило во всем на протяжении, скажем, 20-го столетия. Я думаю, что и раньше. Вот. То, что сейчас происходит в Африке, вот эти все там конфликты в Судане, в Танзании, там, в других странах, это что же ресурсы? Это редкоземельные металлы, это другие ресурсы, которые необходимы для технологических компаний, и борьба за них происходит в виде вот этих всех перманентных там каких-то революций, внутренних гражданских войн и так далее. То есть это все не повязано между собой, и вот то, что произошло на встрече Трампа с Орбаном, тут все ожидаемо, ничего там удивительного не произошло. Нет, удивительно, как мы себя будем вести. Ну вот смотрите, нам рассказывает на совещании Зеленский, в красках рассказывает о том, что, смотрите, россияне хотят захватить Покровск, чтобы избежать санкций. Ну вот, понимаете, логика. То есть, о Покровске сейчас поговорим, закончим с Орбаном. Смотрите, санкций избежать.
Мол, захват Покровска, мол, санкции ваши не работают, давайте как бы наоборот послаблять. Вот такую логику вывозит Зеленский. Ну вот и выводит вот это вот всем, все немножко как бы аналитики, ну так чуть-чуть, ну там, может, пятница день такой, потому что, например, позапрошлую пятницу мы там Орешник сбили, все панцири половину уничтожили, там, понятно, нефтянку покрошили, то есть там тоже был ворох новостей, которые проверить нельзя, и, ну, как бы и все этим питаются. В эту пятницу, там, по фронту, да, вот уже, видимо, сказали Зеленскому, он очень осторожно говорит, нет, там много, ну, вы знаете, какая ситуация, вы знаете по Покровску, вы знаете, но уже цифры не называют, потому что, видимо, сказали, что как может 170 тысяч атаковать Покровск российских войск, а там внутри, сколько там, 200-300 человек, 314, ну, то есть это не бьется история. И вот точно так же он говорит, все, мы не дадим, мы костьми ляжем, нефть не пойдет. Так это уже нефть без санкций, ну, для Орбана. Он уже выбил себе по нефтепроводу «Дружба», который сейчас, ну вот, да, последнее время камень преткновения, он выбил себе преференции, как себя вести сейчас в Украине после снятия этих санкций. Заметьте, Покровск никто, ну, пока еще официально не взял, а уже есть вот такие послабления. Я бы не привязывал никоим образом тут Покровск к санкциям. Ну, опять-таки, у нас был, помните, фортеця Бахмут, да, вот крепость Бахмут и вот эти все медийные бросы, которые касались вот мы там не сдадимся, не отдадим и так дальше. Увы, это все печально заканчивается, ибо вся логика, ну не вся, а большая часть логики военных действий, я не понимаю, я далек от военного дела, да, но я понимаю политическую логику. Вот. А понимая политическую логику, я вижу, что цена вот этой политической логики – это те люди, которые там гибнут сейчас на фронте. Ибо военной логики очень часто ее там, скажем, не присутствует. Ну, наведу пример, когда генерал, который, извините, забыл сейчас фамилию, который защищал или освобождал Херсон, да, он публично на камеру сказал, я вот не понимаю, какая военная логика в Курской операции. То есть, вот, если генерал не понимает логики, но я тем более не понимаю. Но военную логику, то есть политическую логику как раз понимаю. Это был щелчок по носу Путину, показать, что вот мы можем вести войну на территории противника. Но, увы, чем это закончилось, но тем, чем закончилось. Что касается вот Орбана, нефтепровода «Дружба», поставок нефти, то, ну, если я не ошибаюсь, там одна ветка нефтепровода «Дружба» идет через Беларусь, то есть Украина тут никоим образом на вот эту часть поставок влиять не будет. Вот эти политические заявления, они более похожи на какой-то там, знаете, элемент шантажа. Да? Вот если вы там не купите там лотерею, мы вам отключим газ, да? Отключим нефть. Но в то же время логика это опять-таки не работает. Но наведу пример. Большинство украинцев или там большая часть пользуются услугами мобильного оператора «Киевстар». Конечным бенефициаром «Киевстара» является Михаил Фридман, российский олигарх из списка Путина. А активы Фридмана вроде бы национализированы, в том числе Альфа-банк в Украине. Но вот эта очень интересная национализация привела к тому, что много украинских бизнесменов, которые повелись на вот финансовые схемы господина Фридмана, сейчас оказались у разбитого корыта. И эта сумма тех денег, которая зависла в структурах Фридмана после национализации Альфа-банка, и считывается сотнями миллионов долларов. Это я знаю очень хорошо, поскольку знаком с одной историей, скажем, когда украинские компании сейчас пытаются добиться справедливости в Лондоне, в судах Британии для того, чтобы вернуть эти деньги. И вот интересно, как это получается. Тут нефть, тут санкции, тут не отдадим. А тут мобильный оператор, даже с точки зрения безопасности, как это получится? Как так, что мобильный оператор, один из, скажем так, наиболее мощных, да, в Украине,
он принадлежит российскому бизнесмену, олигарху. Почему такая непоследовательность? А работает в, скажем, в структуре вот этого мобильного оператора Майк Помпео, да, напомню, госсекретарь в свое время, директор ЦРУ, который там не исполнительный, там независимый директор. Ну вот так происходит это все. Тут мы воюем, а тут мы торгуем. Тут мы договариваемся, а тут мы как-то противопостоим. Вот эта вся кухня, она, ну извините, она плохо от нее несет таким душком, знаете, трупным запахом. Вот, ну, увы, так оно у нас и происходит. Поэтому вот эти все заявления, я их пытаюсь как бы через призму политической какой-то, скажем, какой-то логики понимать. Но иногда даже не получается через призму политической логики. Тут, скорее всего, какие-то, знаете, вот такие нервные реакции. Вот, и тут, если посмотреть на риторику, скажем, Зеленского и Трампа, она мало чем отличается. Вот Трампа тоже 7 пятниц на неделю. То он говорит одно, то другое. Значит, вот пытаются они как-то нащупать какая-то, куда ветер веет и как сейчас удобнее под него построиться. Ну, это, увы, такая политическая реальность, геополитическая реальность. Тут удивляться нечему, хотя выглядит оно все нехорошо, согласен. По поводу Покровска. Какие последствия утраты этого населенного пункта вы видите для Зеленского? Есть ли они как таковые? Потому что мы видели, что уже вторую неделю подряд это, ну, тема как во главе угла. Причем, опять-таки, да, на официальном уровне. Там, Генштаб привели, все должны были сказать, вот это все. Всех успокаивают, говорят, ничего нет, никакого окружения нет, вообще все нормально, зачищаем. Но рано или поздно вот пройдет же время, там, кто-то говорит дни, кто-то говорит там неделька-две, кто-то говорит там, ну, до месяца, по-разному дают оценки военные аналитики, и станет всем очевидно, что, ну, в общем, Покровск потерян. Так, а как вот эти слова никто не вспомнит уже, да, о том, что, смотрите, там 300 человек всего внутри, и очень успешно вооруженные силы отражают атаки. 220 штурмов за 3 дня. 300 человек, как-то ассоциация 300 спартанцев, да, которые героически сдерживали армию. Вот, алло, да, слышно меня? Да-да. Вот, которые героически сдерживали превосходящую в разы там армию. Это все очень хорошо вписывается в героизацию вот, войны и так дальше. Но что касается последствий, вы знаете, вот, а какие последствия были политические по тому же Бахмуту, да, или по Курской операции? Вот пока идет война, последствий не будет. Ибо постоянно будет новые какие-то, скажем, новые ситуации на фронте, новые конфигурации, и вот информационные поводы будут там другие. Да? Ну, конечно, чтобы все понимают, что если противник превосходящие силы противника, ну, наверное, невозможно удержать такими силами город. Наверное, это не получится. А последствия политические будут позже, когда удастся все-таки найти какую-то хитрую формулу заморозки конфликта, которую назовут формулой мира, там, имени Трампа или еще как-то по-другому. И вот тогда это все вспомнят политические оппоненты в Украине, вспомнят Зеленскому и его команде. И Бахмут, и Курск, и Покровск, и все другое. Вот тогда действительно это все будет очень, очень серьезно. Пока война, никто вспоминать не будет, ибо любые сомнения, даже не сомнения, а вот такая позиция, или в позиции касательно критики, острой критики власти там, и решения руководства, это приравнивается к государственной измене. Вот, вы расшатываете ситуацию, вы работаете в интересах кремлевских нарративов и так дальше. Никто сейчас себе не позволяет такую жесткую критику действий офиса президента и президента как главнокомандующего. Но еще раз говорю, как только произойдет заморозка конфликта, то есть возобновится политический процесс в Украине, это все будет
это все поднимется, это все вспомнят. И вспомнят очень жестко вместе с коррупционными скандалами и так далее, и так далее. Ну, вот такова ситуация, и у нас нельзя отделять войну от политики, а нашу политику от геополитики. Все увязано, и ничего в этом, опять-таки, удивительного нет. Об этом предупредил Клаус Шваб в своей книге «Великая перезагрузка», где написал, что процессы, которые будут происходить во время пандемии и после пандемии, они будут очень быстрыми, сложными и взаимоповязанными. Вот мы это все и наблюдаем. Смотрите, тут мне кажется, что что-то вот происходит, что нам указывает на то, что все будет гораздо раньше, чем заморозка и остановка войны. Почему я делаю такой вывод? Потому что к войне как фактору уже все привыкли. Да, я понимаю, что сейчас отключение света, отдельные города в блэкауте, вот Павлоград выключили, да, вот сейчас Кременчуг выключили, там экстренное отключение, люди то со светом, то без света, но все равно приспосабливаются, и, ну, человек такое существо, оно приспосабливается. Обидно, конечно, да, обидно, и людей жалко, и вот даже к бусификации все приспособились. Ну, а там видео и ПСО, не ПСО. Можно кричать, что это все искусственный интеллект. Вот точно так же, как вот вы привели пример. Если ты критикуешь Зеленского, значит, ты враг Украины. Ну, значит, ты за Россию. Тут логика линейная, простая, она не требует пояснений. Всех так устраивает, всем так подходит. Критикуешь, все, ты русский. Или, например, ты возмущаешься, или там, например, постишь, или что-то там как-то пытаешься высказаться на тему бусификации. Все, ты, значит, враг. А бусификации что? Нет. Ну, вот она есть, ну, ничего страшного. Там даже Анджелина Джоли попадает в такие истории, да. Ну, тоже цирк. Но, тем не менее, да, подчеркивает, что да, вот берут, этот же охранник выходит на ТСН, рассказывает, что и ВЛК у него было, и все у него было, и все там, ну, ничего страшного. Будет служить, говорит, это моя позиция. Вообще странный какой-то, я патриот, у меня есть ВЛК, я могу не служить, но я все равно пойду. Что они с ними там делают в этих казематах ТЦК? То есть, вот такой, но почему я делаю этот вывод? Эпизод такой произошел. Красочный эпизод. Очень и очень мощный эпизод. Значит, какие-то люди кому-то за $100 000 предлагали место в департаменте офиса президента, представляясь двоюродным братом Ермака. Тоже какой-то Ермак, человек с фамилией Ермак, да. И, в общем, это все там задержание, там голоса меняли, в общем, деньги пытались выудить. Мошенники. И сам Ермак вынужденно записал короткое обращение. И если бы он не записал обращение, ну, просто бы мы с вами поговорили, обсудили, да, а там он прям записывает, благодарит этих правоохранителей. Ну, слушайте, ну, как бы вообще непонятная история. Так был ли брат? Или что это за родственник Ермака? А что за ценник $100 000? А человек, видимо, готов был купить эту должность. Получается, там должности продаются. Просто не через тех людей решили зайти и правоохранители взяли. Все, и это все во время войны, понимаете? То есть моя мысль заключается в том, что это все начинается как бы вот во время войны все происходить. То есть война не останавливается, но мы видим, как вскрываются такие пласты, ну, вот этого, как это, трупного запаха этой власти, что, ну, мама, не горюй. Как вы думаете, действительно ли можно взять и купить себе за $100 000 должность директора департамента в офисе? Но ничего для меня удивительного нет, ибо система, которая у нас существует, она так и работала. Она так и работала до войны, она так и работала при предыдущих президентах. Ну, это что сказал, что война изменила? Вот я опять-таки отсылаю к книге Николая Никулина «Воспоминания о войне», где он написал, что вся подлость большевистского строя проявила себя как раз, ну, наиболее таким жестким образом проявила себя в войне. А если мы имеем дело с системой, которая вот такая, какова она есть, коррупционная насквозь, а кто сказал, что война ее изменила? Мы пока не видим сигналов о том, что война изменила эту систему. Наоборот, сигналы совершенно другие поступают.
И вот эти братья Ермака, вот, мне напоминают детей лейтенанта Шмидта, знаете, вот это будет целая плеяда решалов, которые существуют и которые, это же не единственный случай, там были более мелкие случаи, но они были там, когда кто-то кому-то предлагал должность за день. Но это такая практика, которая уже давно существует, ничего удивительного нет. Другой вопрос, конечно, если человек покупает должность, он понимает, что он за что-то платит день. Он как минимум собирается их отбить. Это свидетельствует о том, что все-таки система, она, вот, увы, коррупционная система работает, она не останавливается, и ничего не изменилось. Вот, в том плане, что было до войны и что во время войны изменились там, скажем, методы, но не принципы. Принципы остались собой те же. И вот этот очередной скандал, он же далеко не первый, он далеко не последний. Он немножко другой, он зацепил, скажем, фигуру, такую знаковую фигуру господина Ермака, которому сейчас очень много внимания, да, который там считает то ли серым кардиналом, то ли первым руководителем, кто там как, у которого, конечно, там свои рычаги влияния, как офиса президента в целом, на все процессы, которые монополизируют власть. Но если мы посмотрим в общем на проблему коррупции, там, борьбы с инакомыслием, а чем мы отличаемся от Российской Федерации? В общем, ни с чем. Там та же коррупция, когда где-то еще, помню, до полномасштабного вторжения случайно в Эмиратах разговорился с россиянами, где-то с Урала были. Они сначала так насторожно отнеслись, вот, когда услышал, что я со Львова. А вот когда обменялись мнением, они потом в конце даже извинились, сказали: вы извините, что у нас вот Путя, они называют Путя, вот у нас вот такой, вот он вот таким образом он действует. И что удивительно, когда я сказал: ну вас хотя бы, я считаю, что вас кого-то сажают за какие-то коррупционные преступления. У нас, к сожалению, этого нет. Они посмеялись, сказали: сажают тех, кто не в клане, кто не в системе. Да? Тех, кто в системе, тех не сажают. Что касается свободы высказывания мыслей каких-то, а чем мы отличаемся от Российской Федерации? Тоже куча людей сидит за то, что они протестовали против так называемой СВО или порочили честь российской армии. То есть об этом нельзя говорить, нельзя критиковать. Как это СВО? Это ж у нас священная борьба с нацизмом, но неизвестно с чем. Да ерунда это все, конечно. Другие геополитические торги, интересы, борьба за ресурсы, за политическое влияние, за место в новом мировом порядке. А какие-то там благие интересы, это все для, скажем так, для электората, сказки. Вот поэтому если мы возьмем Америку, а там что, не то же самое происходит. Рейтинг Трампа падает, ему надо как-то на это реагировать. Демократы начинают выигрывать выборы. Мэр Нью-Йорка очень показательный. Сочувствую жителям Нью-Йорка, но, увы, создали симулякр, слепили образ тот, который зашел электорату. И понятно, что Трамп пытается бороться с критикой его, а его оппоненты сейчас воспряли и начинают опять его там дергать изнутри. Так а что, подождите, чем он так вызывает сочувствие? Зохран и Зохран, 3-4 года. Как? В чем сочувствие? Выбрали. Он же фактически, в принципе, все выиграл на тех же, козырях, вы что и Трамп. Сочувствуем жителям Нью-Йорка? Почему? Потому что это человек, который, знаете, если сравнить его даже с Трампом, да, Трамп определенный какой-то опыт, какой не было, опыт шоумена, опыт бизнесмена, политика, да. А тут слепили образ, который зашел электорату, это же такой голый популизм от человека, который ничего в своей жизни толкового не сделал. Это у нас голосовали, то же самое, что у нас голосовали не за Зеленского, шоумена Зеленского, бизнесмена Зеленского, да, актера. Нас голосовали за Голобородька, за учителя, парня с народа, да. Вот так же и в Америке, а что удивительного?
Так работают политтехнологи. Сейчас они очень умело работают. У них инструменты колоссальные сейчас в руках. И поэтому приход к власти, очередной приход к власти очередного ничтожества, это как бы ничего удивительного. Если человек состоявшийся, да, из него сложно слепить то, что можно продать электорату. А если вот такое сырое, ну, ничего не понятное, да, гибкое, липкое, ну, тогда можно вот слепить что угодно и продать, упаковать в нужную упаковку. И люди, как говорят, электорат схавает. Ну так хавают же люди. Люди просто хотят Ну, справедливости. хавает, ну а что, Люди... тогда к кому претензии? Претензии, наверное, к самим себе, что вот голосуют за симулякры, за какие-то медийные образы, которые им продают, а не за реальных людей, которые предлагают реальные вещи. И давно об этом уже пишу. Да, кто у нас читал партии, программы политических партий? Ну, посчитайте, проанализуйте. Это там, ну, полный мрак. У нас даже Но личностей даже анализировать не хотят. Почему? Потому что сейчас вот тоже так смешно это смотреть, когда, в общем, в 2019 году РБК перепечатала материал, ну, это на фоне президентских выборов, да, там, избрания Зеленского, о том, что, смотрите, Зеленский в детстве играл с советской мясорубкой. Перепечатали этот материал с 2013 года, когда там была круглая дата день рождения у Зеленского, 25 января, и издание «Комсомольская правда Украины» пришла к маме Зеленского. И та показывала квартирку, медали вот эти КВНовские, рассказывала о детстве. И действительно говорит, что там собирались в кругу друзей и придумывали всякие игры. И очень он любил, когда маленький был, играть с советской мясорубкой. Знаки какие нам посылала Вселенная. Знаки какие, понимаете? И сейчас слово «мясорубка», вот куда ни кинь, Бахмутская мясорубка, Покровская, Угледарская, Авдеевская, Курская, вы вспоминали дважды сегодня. Понимаете, поэтому тоже такой, как это, есть это вечный спор, то есть бытие определяет сознание или сознание определяет бытие. Ну, вот играл в детстве Зеленский с советской мясорубкой, и вот, в принципе, вот это сейчас, вот это происходит. А что? Очень простой, надежный инструмент. Да, ничего лишнего. Все прикрутилось, ручкой берешь, крутишь и, собственно, усилия прикладываешь и получаешь. Без электроники, без каких-то программ, без каких-то там новых новободных штук. Поэтому, как бы, знаете, нет института репутации, нет института авторитетности, ну там, да, мнения. Все попрано. Нет авторитетов. Чтобы прийти, например, к человеку и сказать, а вот это хороший будет президент. Он говорит, да, и это все украинцы послушали и сказали, конечно, мы вот тебе доверяем, ты наш авторитет. Вот кто авторитет в Украине, чтобы можно было прийти и, скажем так, спросить мнение? Ну кто? Все там, я помню, был период, все Кучму, помните, резко полюбили. Это уже при Зеленском было. Все так говорят, Кучма наш мудрец, Кучма наш хороший человек, при нем как жилось. Ну вот вышел недавно Кучма с интервью, обнять и плакать, понимаете? Который хвалит Зеленского и говорит, ой, при мне там Медведчук таким не был, при мне там Янукович таким не был. Всем, короче, раздает и, в общем, понятно, бережет активы Пинчука, чтобы, не дай бог, никто, скажем так, не позарился. То есть нет авторитетов в политической плоскости. Почему, как вам кажется? Да ничего удивительного нет. Я только еще отреагирую на то, что кто чем играл в детстве. Знаете, я вот сейчас переживаю, не играл ли в детстве Путин ракетами, да? Ракетницы не запускал ли он там какие-то? Вот, поскольку тоже могут просматриваться аналогии, учитывая там ядерную сейчас истерию. Ну, очередной виток, да. А что касается авторитетов, что тут удивительного, я тоже уже вспоминал, знаете, на презентации моей первой книги в 2013 году один умный человек сказал такую хорошую фразу, там, дословно не передам, но где-то так, что вот выборы, ну, те выборы, которые действительно выборы, это когда община ищет среди себя лучшего, достойного и просит его предоставлять их интересы выше, да, то есть предоставлять их интересы. Вот тогда это выборы, да, и кстати, вот этот феномен был интересно себя проявил в Запорожской Сечи, когда трижды отказывался
кандидат, который предлагали там ему стать атаманом, он трижды отказывался. Это были не столько ритуальные танцы, сколько реальный риск. Ибо многие из тех, кто брал на себя ответственность, там на какой-то, на крутизне, на каком-то хайпе, да, потом заканчивали плачевно, то есть иногда даже летально. Вот, то есть это была прямая ответственность. Так работала демократия, прямая демократия. Мы выбираем лучшего между собой, чтобы он представлял интерес. Но если он не справился, тогда с него и спрос жесткий. А сейчас что? А сейчас приходит кто-то к людям и говорит: я сделаю вам, там, не знаю, земной рай. Там, я сделаю вас счастливыми, там, успешными. И вот чаяние людей, которые тщательно изучаются не только социологами, психологами, но и аналитиками через различные большие там объемы данных, которые там через соцсети, они очень четко находят уже приходят не к влиянию на аудиторию общую, а к влиянию почти на каждого человека в отдельности. Каждому могут подобрать ключик и нарисовать ему то, что он ожидает. Поэтому наша вся система, она и предполагает, что авторитеты, которые могут стать авторитетами и что-то сказать, их просто не допустят. Да, как Пелевин писал, никто не появляется там случайно на политической арене. Там три кордона с пулеметами. Там не пройдешь просто так. Да? На сцену никто не выйдет. Кто выходил на сцену Майдана? Кто? Те люди, которые там были, умные, достойные, да нет, выходили, и те, которых туда пропускали. Да? Вот. Поэтому так у нас это все работает. И вот эта система, она не предполагает появление во власти людей, которые действительно будут представлять интересы народа, а предполагает появление во власти людей, которые будут представлять интересы тех, кто им платит деньги, кто платит за сцену, вернее, у нас кто платит за медийные ресурсы, кто платит за тиражирование таких так называемых авторитетов и так дальше. Я все время вспоминаю, такой был популярный у нас деятели Пономарь, если помните, да? Вот, который рассказывал там план Анаконда, там, который вот раздавит Путин. Это все было еще во время там так называемого АТО, да, вот в этот период. И там тысячи лайков и так дальше. Я читаю вот эту всю ахинею, просто, смотрю, и мне становится жутко. Я смотрю на своих друзей, которые вот это все там лайкают, там и разносят дальше вот этот весь хлам информационный. И вот так оно работает. Увы, сейчас есть, скажем так, независимые или условно независимые блогеры, как альтернатива вот этим СМИ. Но это опять-таки работает на определенную аудиторию тех, кто пытается мыслить, пытается разобраться, который пытается как-то услышать какое-то мнение, скажем так, не казенное мнение. Кто-то хочет, кто-то не хочет. А в основном нет, увы, авторитеты у нас все нарисованные, созданные, искусственно созданные. Вот. И что с этим делать, даже не знаю. Наверное, просто надо учиться жить своим умом, здравым смыслом, пользоваться здравым смыслом. Понимаете, просто тут тоже такой момент. То, как, преподносится вот это все. Вот просто две новости. Опять-таки, кто-то скажет: Шелест, там ты передергиваешь, но это прям две новости. Значит, в Мариуполе открывают, это, конечно, ужас. Там, вы помните эти кадры, когда разбитый драмтеатр, там была надпись «Люди», его, в общем-то, до сих пор там, принято считать, что это россияне сбросили бомбу, и там с людьми, в общем, это все взорвалось. Россияне говорят, что это изнутри подорвали. Понятно, информационная война. Да? Какие-то международные эксперты говорят, что это все-таки россияне взорвали этот драмтеатр с людьми. На тот момент, 22 год, мы видели, как относились разного рода расследователи, разного рода медиагруппы к войне. То есть другая была атмосфера, поэтому там понятно, что, собственно, ты и разбираться не, как идет война, как ты разберешься, кто что. Но вот принято считать, что
драмтеатр, жертвы, Мариуполь, прилетела бомба, и вот это вот так как бы записано, да? Кто-то будет разбираться в истории, знаете, как вы постоянно приводите альтернативную историю, ну, авторов альтернативной истории про Великую Отечественную войну, может быть, найдутся спустя какие-то годы и другие варианты. Я к чему? Вот смотрите, строится в Мариуполе, отстраивается уже этот драмтеатр, выгнано все, отделка идет, и говорят, в декабре запустим людей. Потому что, ну, все красиво, все вот так, да, вот построили. И в один день появляется новость, когда мэр Львова Садовой гуляет по стройке крематория, гордится этим строительством, о том, что там какие-то сейчас готовятся испанские печи. Они не простые, они какие-то очень, в общем, энергоэффективные. То есть будут сжигать качественно, будут меньше. И вообще, говорит, есть запрос на кремацию, не надо в Киев возить. То есть плюс еще можно кремировать из ближнего зарубежья. Львов все-таки погорит. Конечно. И это, говорит, смотрите, это же дешевле. Это дешевле, чем хоронить, как по православным обычаям, это же дешевле. И вот ты вот смотришь на это и думаешь, елки-палки, идет война. Вот понимаете, вот как наверху, так и внизу. Наверху такой разброд и шатание мы видим у власти. И внизу точно так же. То есть наверху нам говорят 3000 километров, можешь 4 месяца в году ездить по Укрзалезнице, каждый украинец. А сейчас вот прилетело 3, 4, 5 часов, ну, то есть вынос депо, вынос вот этих всех. Но мы запускаем эту программу. Всем поднимаем деньги, Вовина 1000, вот это все зарплаты, военным какие-то контракты выкручивают, чтобы как-то вот бусифицированного мотивировать, уже бусифицированного. И тех, кто еще, в общем, не хочет, не идет. То есть деньги тратятся на все, что угодно, понимаете, во время войны, а не на войну. Крематории мы с модными испанскими печами во Львове пытаемся строить. Может, мы как-то не то строим, не туда смотрим, не так пытаемся, ну, вот как-то вот распорядиться тем, что у нас есть. Вот смотрите, ну, в Покровске еще буквально там несколько месяцев назад цветы сажали. И мы с вами, по-моему, обсуждали. Клумбы вот эти, да, там горсовет выделял деньги. Цветочки они сажали. Вот сейчас там нет цветочков. Там все перелопачено в этом Покровске. То есть, а Львов, получается, да, вот смотрите, хорошая история, хороший бизнес. Кто там? Парикмахеры никогда не пропадут. И вот эти из ритуальных услуг люди. Потому что люди, и те, кто еду производят, потому что люди всегда стригутся, едят, умирают. Что скажете? Ну, почему? И извозчики, и проститутки при любой власти, да, известно. Что я скажу? Вы зацепили очень на этих примерах, мы сейчас к ним перейдем кратко, да, но общее, что их объединяет? А если у нас война? Да, неожиданный вопрос, который очень не любит, и который считает там чуть ли не каким-то, чуть ли не кремлевским нарративом, оно я в другой плоскости. Знаете, вот у нас вспоминается давняя пословица казацкая, которую записал Кулиш. Де кровь и лють, а де горілку п'ють. Где кровь льют, а где водку пьют. Да? У нас по-другому. Пів країни плаче, пів країни скаче. Тоже такая пословица. Вот что происходит? У нас в Конституции записано, разделено военный стан и состояние войны. Вот у нас, когда надо было вводить военное положение, военный стан, закон про военный стан, его не было. И даже авторитетный человек, мной уважаемый Виктор Шишкин, первый генеральный прокурор Украины, конституционалист, который именно по Конституции, он очень, скажем так, уважаемый товарищ, да, среди ученых этого профиля, он сказал, что Порошенко должен сесть только за то, что он не вел военное положение, тогда, когда это надо было. Ибо оно вводится, когда угроза территориальной целостности страны или когда вот происходят какие-то такие события. Но
война должна регламентироваться законом о состоянии войны. Страна в состоянии войны, а не военное положение. Но у нас закона такого нет. Хотя вот у нас же монобольшинство. Почему нету закона? Почему вот у нас нету состояния войны? В Конституции же это записано. Вот и вот то, что мы видим, вот то, что мы наблюдаем, вот эти примеры, они очень показательны. Вы вспомнили о Мариуполе. А я сразу вспомнил о том, как один мой знакомый тут помогал беженцам с Мариуполя, общался с ними, да, и он с грустью сказал, знаешь, вот эти люди хотят вернуться. Они не сторонники русского мира, но им здесь ничего не предложили. Ни жилья, ни работы. Вот эти домики, там, которые там рекламировал, тоже Садовой ходил, показывал, ну там же жить долго невозможно. Да я понимаю, что это временное убежище, чтобы не замерзнуть на улице. Это ночлежка для бомжей, да, но не для жилья. А те люди, которые приехали, они говорят, ну если мы сейчас не вернемся туда, то наши квартиры просто пропадут, вот, и мы останемся без жилья, но это же наш родной город, ну как бы там ни было. На власть, ну другая, ну что поделать, да, вот и выбор такая, дилемма между идеальным и материальным, хотя тут идеальное тоже очень условно. Нас никто не сказал, какую мы Украину строим, а за какую мы Украину сражаемся. Вот мы сражаемся за Украину, а за какую? Вот, вопрос, который нет ответа. Так вот, это о Мариуполе вспомнилось мне. Что касается там отстройки, там, ну, понимаете, всегда какие-то знаковые вещи. Миром правят символы и знаки, да, как любят говорить, но Конфуций не так немножко говорил, но неважно. Но, тем не менее, мы понимаем, о чем речь идет. И вот знаковый город Мариуполь и героизация с обеих сторон, да, и вот сейчас, опять-таки, там повышенное внимание, символы, да, вот мы отстраиваем, да, какой символ? Мы разрушили, мы как бы, то есть мы, или они, ну, россияне говорят, что это украинцы разрушили, да, но вот мы отстраиваем. Кто будет отстраивать вот все остальные города, вот эти огромные территории сейчас, тот же Покровск, Константинов, ну, то есть вот эта масса городов, которые стерты с лица земли, это вообще непонятно. Ибо там далеко не все так гладко. Что касается вот Львов, да, ну, условно мирный город, поскольку в Львов тоже прилетает по Львовщине, Львов исключения нет, да, и возможно там ситуация немного получше пока, пока немножко получше там со светом, да, хотя это может ненадолго. Но, тем не менее, да не в крематории речь. Речь идет о массе каких-то проектов, о пиар-акциях, которые происходят, которые не имеют ничего общего ну, скажем, с целями войны. Я когда смотрю, если наши там депутаты или Садовой, вот пиарка, вот мы передали на нужды ЗСУ, вот мы с коштів громади Львова передали целый миллиард выделили. Ребята, я просто анализирую работу наших коммунальных предприятий, убыточных. Я анализирую то, что у нас через, скажем, бесхозяйственность, из-за того, что было пожар на полигоне, на сметезвалище, да, извините, как по-русски. Да, ну, полигон мусорный, да. Да, вот этой на свалке. Мусорной свалке. Так вот, когда погибли люди. А 10 лет до этого ничего вообще не было. Вообще ничего. И сейчас вот этот мусор возят там по всей Украине. Ну, сейчас уже не по всей, там больше по Львовску, но это еще это миллиарды из городского бюджета, которые платит город, да, за бесхозяйственность, за вот эту некомпетентность руководства, коррупционную некомпетентность. И тут же, когда вот эти миллиарды идут на ветер, да, или куда-то где-то там оседают, тут же мы пиаримся, что мы выделили с коштами громадами миллиард на помощь ЗСУ. И строим крематории, делаем какие-то ремонты там дорог, там, которые, ну, косметические. Я не говорю о тех, которые действительно надо делать. Какую-то косметику. Город нещадно застраивается, без СУС, без норм, без сохранения, дотримания каких-либо там норм градостроительных и так дальше. Вот это реально происходит. Ну, а пиарятся, они им пиарятся, господи. Там, извините, Юрий, но я не могу понять, как на можно... угодно. Нет, подождите, на чем угодно можно пиариться. Ну, как можно пиариться на строительстве крематория?
Ну вот, я представляю, ты же как, накладываешь что-то на себя. Ну вот я условно мэр, там, пускай не Львова или там, не знаю, другого города, неважно. Председатель сельсовета даже, понимаете? Я бы такой ролик в жизни не запилил. С проходкой. А вот смотрите, здесь мы еще клумбочки поставим, здесь облагородим территорию. Вот это вот рассказывать про эти печи испанские. Ну, это в стране, где неизвестное количество потерь. Это в стране, где еще и долго не будет известно. Да? Это в стране, которая обменивает тела там 1000 на 30 по официальным обменам. Это то, что смогли, понимаете? Это нам рассказывают, вот это же россияне, они же как? Они же наступают, поэтому там больше тел остается, мол, не переживайте, у нас там такие страшные потери. Ну, крематории, ну, пиарить. Крематории в глубоком тылу. Александр, там им пофиг, что пиарить. Садовой, он же, напомню, друг Фридмана, который вместе с Фридманом сидел на Альфа-джазе, обнимался, когда уже шла война, да, где Фридман окучивал наших бизнесменов, вовлекал их в свои там вот эти все финансовые схемы, которых кинул на пару сот миллионов долларов. Садовой где-то в каком-то еще 2014 году выступал на Холме Славы вместе с женой, с детьми. Они, скажем, показывали почтение там, погибшим советским воинам, которые там захоронены. А сейчас он снес этот Холм Славы. Раньше он говорил о том, что русский язык надо там взаимопонимание и так дальше. Там, и давал интервью там, Оксане Чужой, да. А сейчас он говорит, что хороший русский – это только мертвый русский. Да ему пофиг. На чем пиариться? На крематории, на смертях и так дальше. Ну, это абсолютно беспринципный тип беспринципного политика, без какого-либо морального стержня и так дальше, который будет пиариться на всем, чем угодно. Вот влазит к крематории, вот крематорий. Кому? Ну, кому? Ну, как кому? Это, я понимаю, что у меня было целое интервью на эту тему, записывали мы с одним товарищем, Петром Гусаковым, философом, которого не любят наши официальные представители церкви за его, скажем так, свободомыслие. Вот, и мы зацепили эту тему. Он считает, как философ, как христианин, что это не соответствует христианским обычаям, неважно, там, православным или католическим. То есть, это не то. У него целый ряд аргументов, которые, кстати, для христиан, они очень весомые. Я, как человек, скажем так, не очень религиозный, ну, в том плане не сторонник какого-то определенного течения религиозного, хотя христианин, но скажем так, немножко по-другому к этому отношусь. И у меня свое отношение, да, что, наверное, все-таки это возможно, наверное, да, тут тоже вопрос такой, ибо давняя там традиция сожжения тел присутствовала, да, на Руси. Да, ну, там, среди славян, древних славян, были вот, обычаи сожжения. То есть была эта традиция. Но, тем не менее, вопрос очень деликатный, поскольку сегодня все-таки подавляющее большинство жителей его – это христиане. И вот отношение именно к крематорию накладывается еще на отношение на некоторые ассоциации. Вот как ассоциация с мясорубкой, так ассоциация с теми печами, в которых сжигали людей. Да? Вот, и вот человека просто, у него нет внутреннего, знаете, вот этого ощущения, что можно, что нельзя. У него этических норм нету тех, которые должны бы быть, когда он бы, наверное, понял, что, вы знаете, вот можно сухо сказать, да, у нас вот мы считаем, что это надо, и мы строим. А вот пиариться, нормальный человек бы на это не пиарился. А политики им пофиг. У него нет этого ощущения. Получается, вся проблема в том, что мы забыли ассоциации, как сжигали в печах. И отсюда все проблемы. Ну, знаете, там тоже история с ревизионизмом Холокоста, она тоже очень интересная и табуированная тема. Там разные на эту, опять-таки, касательно этого мнения, но я сейчас не буду ее поднимать, поскольку пускай по многих темах должны разбираться историки. А у нас, увы,
господин Путин заменил всю историческую мысль России, да, у него свой взгляд на историю. А вот я бы хотел, чтобы именно вот с таким взглядом за круглым столом сидели историки, скажем, российские, которые поддерживают этот нарратив, и украинские, и наводили один другому аргумент. А мы Не, бы посмотрели, смотрите, этого послушали. уже не будет, потому что, как вы говорите, Я Россия, понимаю. как вы говорите, Путин в России, да, ну подождите, это звучит даже нелепо с уст украинца, у которого Пушкина памятник забили досками и сказали, так и оставим, понимаете? Так и оставим. У которой Лара Крофт, расхитительница гробниц, поехала в Херсон, где вот эти памятники там, в общем, забирали россияне оттуда, да, когда уходили. То есть это вообще звучит, это даже не, ну, это даже круче, чем Садовой, который эти крематории пиарит, понимаете? В Украине, который говорит, что там Путин там чего-то в России историю. А у нас какая история? Ну, какая у нас история? Мы об этом с вами говорили. У нас это трагедия Украины. Знаете, вот почему вот мы сейчас говорим о там памятниках Пушкина и так дальше. Ну, гениальный поэт Пушкин, ну, наверное, гениальный, да. Ну, вот, его, скажем, я не буду спорить об этом. Но не было ли у нас гениальных поэтов, кроме Пушкина в Украине? Были, которые писали украинским языком. Опять-таки, гениальный Шевченко, Да, который гениальный писал Шевченко, который никому не нужен, который писал по-русски свою прозу. Дневники писал по-русски, на русском языке, да? Вот, так вот, я об этом и говорю, Александр, что это трагедия Украины, ибо она все время была разделена между матрицей русского мира и так называемого Запада. И вот междоусобные войны, которые были. Почему наши политики боятся сейчас гражданской войны? Они боятся. Реально, это реальный страх наших высших политических, там, скажем, чинов, которые я слышал лично в одном разговоре, которые опасались еще раньше, 2 года назад, опасались именно гражданской войны. А ничего удивительного нет. Ибо вспомним Хмельниччину, да, вот этот период, когда часть казаков они воевали за русскую империю, за русского государя, а часть договаривались с поляками и воевали против Российской империи. Вот у них было разное понимание Украины. Так же, как во время Второй мировой войны, тоже мы с вами вспоминали. Когда люди воевали против фашистских захватчиков искренне, да, воевали с ними, а другие здесь такие же украинцы, которые разговаривали на одном языке, там, пускай немножко с диалектами, да, но они были искренне уверены, что они в сотрудничестве с германцами они будут воевать за независимую Украину против коммунистического режима, против советского режима. И потом вот эти же члены, были бойцы батальонов там Нахтигаль или дивизии СС Галичина, они пошли в партизаны и воевали с теми же немцами, когда увидели то, что Третьему рейху никакая независимая Украина не нужна. Вот это все трагедия, об этом должны говорить историки, исследовать, понимать эти причины. А мы сейчас просто встаем на те же грабли. Мы будем сейчас с вами спорить о том, что вот о каких-то исторических моментах, кто где больше кому враг или друг. Давайте вспомним, что ту же Российскую империю устраивали украинцы. Нет, во многих отраслях. Даже православная церковь, Феофан Прокопович и масса других представителей Украины, которые выстраивали систему московского православия. Мы сейчас их должны считать кем? Преступниками или наоборот, достойными людьми, которые внесли свой какой-то вклад. Смотрите, вот вам не кажется, что вот это все, разделяя власть, и очень хорошо в Украине проявляется? Нет, здесь, поймите, здесь очень важный момент. Есть мысли, ну, обмен дискуссиями, мысли, да, то есть исторические дискуссии, дискуссии на эту тему, а есть действия. Вот действия. Есть в Днепре, Днепр, это не Львов, это не какой-нибудь там еще, не знаю, там Тернополь, да, где Анджелину Джоли на заправке увидели. Это Днепр. И говорят, в Днепре все исполком российские там эти использование продуктов российской культуры. Короче, песни на русском языке включать нельзя. Ну, публично. То есть колоночку, там еще что-то. Это все постановление.
То есть это действие. Заколоченный Пушкин – это действие. Это не то, что там Пушкин стоит и стоит себе, а мы тут дискутируем и говорим, а вот там украинский, а вот Шевченко, а вот еще кто-то. Все, это время прошло. Сейчас действие, выпиливание, выжигание, понимаете, как в этих печах крематория. Львовский крематорий, понимаете, сейчас наступил, и он так окутывает всю страну, где люди не могут изъясняться нормально, и русский язык становится этим... как это, языком интимного общения. Ну, то есть мы с вами нормально, ну, ты меня не сдашь в СБУ, и я тебя тоже не сдам в СБУ. Ну, можем нормально поговорить, понимаете? Ну, вот в таких реалиях нас загнали, действиями. Поэтому тут и история здесь как бы прикручивается очень легко. Да? Вот таким образом все происходит. Я понимаю, о чем вы говорите, и все время вот за это как бы и получаю. Да, я все-таки живу во Львове, и очень многим не нравится о том, что я вообще даю интервью, записываю на русском языке. Вот, я же этнический украинец, русский для меня чужой язык. Да, я его изучал в школе, конечно, во время Советского Союза, но тем не менее. Да, я читал и Пушкина, и Достоевского, и других классиков российских, которые мне было читать интересно. Да, и для меня немножко удивительно, что сейчас от этого отказывается. Того же Гоголя, который писал об Украине русским языком. Да? Или Феномен Шевченко, который прекрасные стихи украинским языком, но дневники на русском языке. Так вот, что я на эту тему хочу сказать. Где-то какой-то 2017 год или 2018 был я в Ужгороде, и гуляя по городу, товарищ знакомый, с которым мне там знакомил с Ужгородом, встретил своего. А товарищ, он доктор наук, профессор, да, и встретил своего знакомого, друга детства, который бармен, венгр. Да. И разговорились, и он пошутил. Да вот мы тут с Юрием разговариваем о сепаратизме местном. А этот его товарищ венгр, который просто простой человек, официант где-то или бармен, уже нашего возраста, улыбнулся и говорит, да какой сепаратизм? Ну, если бы по линии Арпада, и отвечает на украинском языке, достаточно хорошем украинском языке. А если по линии Арпада бы сейчас стену возвели, так было бы, наверное, правильно. И потом говорит, что вот когда начался Майдан, он настолько это воспринял позитивно, как протест против власти Януковича, которая очень многим, конечно, не нравилась, да, вот от бандитской власти, системы власти. Вот, он настолько это радостно, позитивно принял вот этот, то, что происходило, он как там преподносили, да, что он выучил украинский язык. Ну, в Закарпатье мало кто знает, тем более среди венгров, украинский язык. Ему просто он там не нужен, да, но он его выучил. Это у него был посыл такой. И я все время говорю, сейчас если мы посмотрим на результаты запрещения, так вот, это за заявлением замминистра нашей науки и образования, сейчас больше стала употребляться русская речь. Можете себе представить? Больше на 2004 году полномасштабного вторжения, когда все российское, это вражеское и так дальше, так дальше. Почему? Протест идет. Вы не заставите никогда. Запретный плод сладок. Вам надо сделать украинский язык престижным языком, языком элиты. Надо показать, что украинцы – это действительно элита. Это лучшие представители народа говорят на этом языке. Тогда к нему потянутся. А если запрещать, это ничего не даст. Это полная ерунда. Тем более, кто запрещает? А судьи кто? Да? Какой их облик морали? Одну ремарку очень важная. Эта ремарка. Смотрите. Если так, по поводу языка, вы говорите, это больше, конечно, рамка идеологическая, что запретный плод, это культурная даже такая, общественная культурная рамка. На самом деле есть тут аспект, его очень редко подсвечивают, это рамка выживания. Значит, война – это тяжелое время. За украинским языком должны стоять не только словеса, вот эти элиты, вот эти лучшие люди, то, что там вы говорите, не только это. Не только как бы пример этого. За украинским языком должны стоять деньги. Деньги. Что украинский язык позволит заработать. Заработать позволяет русский язык. Любой иностранец
Он там есть, конечно, отдельные там товарищи, которые приезжают в Украину с деньгами. Ну, например, купить лазерное оружие. И 2 пенсионера его обманули вчера. Да? 85 тысяч долларов слезали против дронов. Он не по-украински говорит. Бангладешцы, которые приедут в Украину, и это нам вырисовывают как благо, он по-украински говорить не будет. И дай бог, чтобы худо-бедно как-то на ломаном русском он смог общаться. Это язык возможностей международных заработать копейку. Вот. Ограниченность. Александр, английский то же самое. И сейчас в Индии, которые там индийские патриоты, которые выступают против, скажем, колонизации Индии, Британии в свое время, они сейчас пользуются языком английским, и это язык возможностей. Но это, скажем так, Да. превалирование материального над идеальным. Ничего удивительного нет. Япония сейчас сотрудничает с Соединенными Штатами Америки, которые сбрасывали ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаку. Меняется. Я был во Вьетнаме, там заходишь в дом, и почти в каждом доме портреты тех, кто воевал, да, во время Вьетнамской войны и воевал с американцами во многих домах. А я спрашиваю, как вам отношение к американцам? Да у нас такое же, как и к русским. В смысле, нам выгодно, мы сотрудничаем. То есть меняется эта вся ситуация. Тут немножко о другом. Не то, что даже язык возможностей. Это искусственно нагнетается вот эта ситуация политиками. Всегда можно... Я вспоминаю рассказ одного моего товарища, который в свое время воевал на Донбассе, да, то есть реально украинский патриот, который прошел эту войну, но уже в возрасте, сейчас он уже не может там воевать, да. И вот он рассказывал о встрече 2 ученых, украинского и российского, лингвистов, которые каждый знает там по десятке больше языков. Он был присутствован при этом разговоре. Достаточно еще эрудированный человек с высшим образованием, интересный очень человек. И он говорит: Юр, когда они начали между собой обговаривать вопросы языка, уходя через какие-то там другие языки, древние, там уже полузабытые, каким-то кореням и истокам, к санскриту и там еще куда-то, он говорит, я себя чувствовал полным, невеждой вот во время этого разговора. То есть насколько глубоко они это все копнули. А мы сейчас начинаем, не надо далеко ходить. У меня есть украинско-московский словарь 28-го года, если я не ошибаюсь. Там, если внимательно почитать, то очень много слов, которые мы сейчас считаем русскими, это в этом словаре они как раз украинские. А очень много слов, которые украинские, их сейчас современный украинец не поймет. Они уже не употребляются. Знаете, Божья коровка, скажи, что это там украинское название Бабаруна, например. Или силач Моцар. А кто это сейчас моцный Моцар? Да? Вот кто сейчас употребляет эти слова? Да никто уже. То есть это очень тонкая материя язык. И он очень много перетекает чего. Много заимствований, много диалектов, много еще отсылок к этим корням, даже к древнему санскритскому языку, которые параллели есть и в русском, и в украинском языке. А я понимаю, что этим надо заниматься. Это очень увлекательно. И рідна мова – это рідна мова. А родной язык – это родной язык. Но противоставлять и воевать, не искать в этом, скажем, науку, а искать просто клише, которые будем травить один на другого. Но это толку никакого, поскольку Россия к этому приложилась. Запрещением украинского языка и названием малороссийским, то есть уничижительное название и так дальше. Но это наша история. И она просто продолжается. Война накладывает, скажем, свои отпечатки. Смотрите, она-то, конечно, приложилась. И я тоже учил и Эмские указы, и все остальные все моменты. Но самый буйный расцвет украинского языка в плане книгопечатывания, использования припадал на Украинскую социалистическую республику. Только на этот период. Вот это факт, который непреложный, поймите. То есть, и можно сколь угодно там говорить, но расцвет – это когда была советская,
Советская империя, да, советская имперская социалистическая империя, да, она вот было принято решение там наверху печатать книжки, развивать язык, и это делалось. А когда в Украине к этому решению почему-то в независимой никто не пришел, и даже сейчас. И книгопечатание, ну, как писатель в курсе, находится под плинтусом, и развитие, то есть идет развитие за счет уничтожения другого, а не за счет того, чтобы, ну, скажем так, расти самому. Нет, ну, я бы не сказал, что за плинтусом книгопечатания книги пользуются популярностью. Много писателей, которые пишут украинским языком, которые действительно можно читать и читать интересно. Ну, а тиражи какие? Современных Подождите. писателей. Ну, какими тиражами? Ну, тиражи – это уже второй вопрос. Так, да, а я про тиражи, подождите, я про тиражи. Да. Я про тиражи как показатель Ну, поддержки. это же не государственное дело. Сейчас это коммерциализировано, да? Вот, понимаете? Что касается советской, да, совершенно верно. Тогда очень много книг издавалось на украинском языке. Но, увы, если я вспоминаю это время, то единственная книга, которую мне нравилось читать больше в украинском переводе, чем в русском переводе, «Пригоды бравого вояка Швейка». Уникальный юмор, который вот украинским языком, он такой, ну, ложился как песня. В русском переводе этого не было. Но многих других авторов, вот, перевод украинский был менее качественный. То есть на русском языке они считались более легче, более интересней. То есть тут свои нюансы. Знаете, анекдот со времен Советского Союза, какая разница между националистом и интернационалистом. В том, что интернационалист, как правило, владеет одним языком, русский, а националист обязательно двумя. Ну, то есть родным и русским. Да? По-разному было, конечно. По-разному было. Юрий Сытник был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Друзья, напишите, что думаете в комментарии. Много таких пластов и тем очень важных мы подняли, и актуальных, и таких вечных. Пишите, что думаете. Самое главное, в этом тяжелом периоде, мы все-таки уже не то, что на пороге, а ногу занесли уже в эту черную зиму, беречь себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.